Что заставило их отвернуться от киблы, к которой они обращались прежде? И Аллах Всевышний сказал: «Скажи». Глава. Достоинство обращения к кибле. Хадис под номером 391. Сообщается, что Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: тот, кто совершает молитву так же, как и мы, и обращается к нашей кибле, и ест то, что мы приносим в жертву, является мусульманином, который находится под защитой Аллаха и под защитой его посланника. Не предавайте же Аллаха, предавая тех, кто находится под его защитой. Хадис под номером 392. Сообщается, что Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: мне было велено сражаться с этими людьми до тех пор, пока они не скажут «Ля иляха илля-Аллах». И если они произнесут это, будут совершать молитву так же, как и мы, обращаться к нашей кибле и закалывать жертву так, как это делаем мы, то для нас является запретным их кровь и имущество, кроме как по праву, и тогда отчета с них вправе будет требовать только Аллах. Хадис под номером 393. Сообщается, что Хумайд сказал: однажды Маймун ибн Сияр задал вопрос Анасу ибн Малику: «О Абу Хамза, что делает запретным кровь и имущество раба Аллаха?» И Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: тот, кто засвидетельствует, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, обращается к нашей кибле, совершает молитву так же, как и мы, и ест то, что мы приносим в жертву, является мусульманином. Ему полагается то, что полагается мусульманину, и на нем то, что на мусульманине. Глава. Кибла для жителей Медины, для жителей Шама и Востока. На востоке и западе нет киблы, из-за слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует: не поворачивайтесь в сторону киблы во время справления большой и малой нужды, а поворачивайтесь в сторону востока или запада. Хадис под номером 394. Передают со слов Абу Аюба аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: если кто-нибудь из вас придет на место справления нужды, пусть не обращается к кибле лицом и не поворачивается к ней спиной, однако поворачивайтесь лицом к востоку или западу. Глава. Слова Аллаха Всевышнего. Сделайте же место стояния Ибрагима местом совершения молитвы. Коран. Сура Аль-Бакара. Аят 125. Хадис под номером 395. Сообщается, что Амр ибн Динар сказал: однажды мы спросили ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, может ли спать со своей женой человек, совершивший обход Каабы во время умры, но не пробежавший между холмами Ас-Сафа и Аль-Марва? И он ответил: прибыв в Мекку, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 7 раз обошел вокруг Каабы, совершил молитву в 2 ракаата позади места Ибрагима и пробежал между холмами Ас-Сафа и Аль-Марва. А посланник Аллаха являл собой для вас прекрасный пример. Хадис под номером 396. И мы спросили Джабира ибн Абдуллах, и он сказал: пусть ни за что не приближается к ней, пока не пробежит между холмами Ас-Сафа и Аль-Марва.
Хадис под номером 397. Сообщается, что Сайф ибн Сулейман сказал: «Я слышал, как Муджахид сказал: однажды кто-то привел Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, и ему сказали: это посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он вошел в Каабу. Ибн Умар сказал: и я направился туда, но оказалось, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, уже вышел оттуда. Но я нашел Биляла, который стоял между дверями. Я задал ему вопрос и спросил: совершил ли пророк, да благословит его Аллах и приветствует, молитву внутри Каабы? Он сказал: да. Он совершил 2 раката между 2 столбами, которые расположены слева, когда входишь туда. Затем он вышел и совершил молитву в 2 раката в сторону Каабы. Хадис под номером 398. Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вошел в дом Аллаха и воззвал к Аллаху, повернувшись ко всем сторонам света, он не совершил молитвы, пока не вышел из Каабы. Когда же он вышел оттуда, то совершил молитву в 2 раката, обратившись лицом к Каабе, и сказал: это кибла. Глава. Во время молитвы, совершаемой в любом месте, необходимо обращаться лицом к кибле. Абу Хурайра сказал: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: обратись в сторону киблы и скажи: Аллаху Акбар. Хадис под номером 399. Сообщается, что Аль-Барра ибн Азиб, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: сначала посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в течение 16 или 17 месяцев молился, обращаясь лицом в сторону Иерусалима. Однако ему хотелось обращаться во время молитвы в сторону Каабы, и Аллах ниспослал такой аят: мы видели, как лицо твое обращается к небу, и мы обратим тебя к кибле, которой ты будешь доволен. Так повернись же лицом к запретной мечети, и где бы вы ни были, поворачивайтесь к ней лицами, после чего он повернулся в сторону Каабы. Неразумные же из людей, а именно иудеи, сказали, что заставило их отвернуться от киблы, к которой они обращались прежде. И Аллах Всевышний сказал: скажи: Аллаху принадлежит и восток, и запад. Ведет Он, кого пожелает, к прямому пути. Вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, молился один человек, который после молитвы вышел из мечети и, проходя мимо собравшихся на послеполуденную молитву ансаров, которые обратились в сторону Иерусалима, сказал, что свидетельствует о том, что он молился вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и что он обращался в сторону Каабы. И, услышав это, люди тоже повернулись в сторону Каабы. Хадис под номером 400. Сообщается, что Джабир, да будет доволен им Аллах, сказал: обычно, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сидевший верхом на своей верблюдице, приступал к молитве, он продолжал молиться, куда бы она ни поворачивалась. Но если он хотел совершить обязательную молитву, то спешивался и поворачивался лицом к кибле.